Мастер-класс продолжается второй день. Первая группа на Ольхоне. Это остров на Байкале. Небеса подарили нам сегодня прекраснейшую погоду. Плюс 10, может быть, даже 13. Временами было жарко, и можно было даже распахнуть, снять шарфик. Поначалу была идея остаться и писать деревеньку, или, я не знаю, поселок, Хужир. Но поскольку день выдался солнечным, мы решили опять пойти писать скалу Шаманка. С другого ракурса, совершенно волшебного, на холсте 50 на 70 я сделал демонстрацию, довольно длительную, может быть, часа даже, на час, на полтора, спокойно, медленно. Холст был прогрунтован водоэмульсионкой, и, наконец, я почувствовал себя комфортно. Хризантема писал в Иркутске на акриловом грунте, и мне было довольно сложно, прям мучение. А здесь, как рыба в воде, краску прокладываешь, вписываешь ее, она так потихоньку туда в грунт связывается, врастает, и потом следующим, в общем, мне очень комфортно. Я посоветовал своим студентам, сегодня студенткам, прогрунтовать свои холсты эмульсионкой, у меня банка целая, чтобы они попробовали и почувствовали, нравится им этот подход или нет. Мне сильно нравится. Был небольшой перерыв в середине дня, девушки ушли пить чай и греться, я остался у защитников, таких столбов, к которым привязывают ленточки, туристы загадывают желания, как водится, место святое, волшебное. Вид потрясающий. Я ждал солнца, мне хочется написать этих защитников в солнечный день. И я это сделаю, даст Бог, будет солнце. А сейчас несколько вопросов. В конце ролика я покажу, как водится то, что получилось, над чем мы работали. Ставьте лайки, пусть развивается наш канал, комментарии и вопросы, пожалуйста, задавайте. Сара, Казань. Вячеслав, где брать вдохновение в наше нелегкое время? Сара, я приехал на Байкал, к природе, на место силы, если угодно. Здесь спокойно, здесь хорошо. Если мы не можем изменить ситуацию, нужно просто в нее, я считаю, не залезать. Делать то, что мы делаем, делать с максимальной отдачей. У меня нет сил остановить движущийся на меня поезд, на всех нас. Поезд, который управляется безумцами. Я могу только отойти и говорить своими работами всем тем, кому это интересно, что мир другой. Это мир покоя, красоты, мир ненасилия, мир любви. Природа показывает нам, тихо показывает, потихонечку. Обратите внимание на то, что вокруг. Поют птицы, восходит и заходит солнце. Тишина, журчат ручьи, шум волн, крики чаек. У Создателя нет другого языка. Через тишину Он говорит нам: обратите внимание внутрь себя на то, что мир устроен по-другому. Он не безумен, но Он любит даже каждого безумца и делает все для того, чтобы тот стал разумным. Тишиной, спокойствием, любовью. Войны идут все время на земле, не переставая, не прекращаясь, то в одной точке, то в другой. В чем мы можем черпать вдохновение? В том, что делает нас более открытыми. В улыбке друга, в поцелуе, в спокойном общении, на природе, с друзьями. Писать красоту мира. Что может быть прекраснее? Это направление к тому, чтобы пойти, я не знаю, не обязательно на Байкал, пойти в лесок, просто посидеть и посмотреть кругом. Там, где нет искореженных лиц, усталых, изможденных, ненавидящих друг друга, алчущих.
Ольга Кочеткова, по-моему, декоративность, ну, в живописи, да, это и есть стремление понравиться покупателю. Красивенько, ярко продаваемо, но у каждого свой вкус, конечно. Не согласен, Ольга. Есть просто понятие декоративная живопись. Ну, она же пишется... Ну, хорошо, допустим, вы правы. Но а как быть с теми художниками, которые учатся писать по-разному, в том числе и декоративно? Там нет задач продавать, они же учатся. Дело в том, что нравится им, тем, кто пишет декоративно, сочетания цветов простые, локальные, без проработки какой-то там объема светотеневой. Но цвета так положены, так взаимодействуют друг с другом, что вызывают эмоциональный отклик, всплеск, радость. Приятно смотреть. Ты как зритель видишь мир ощущений автора. И ты проникаешься, резонирует что-то у тебя внутри, когда ты смотришь на декоративную живопись. Какое-то по-детски приятное ощущение от взгляда на такие картины. Я говорю только о своем ощущении. Может быть, действительно есть художники, которые пишут декоративно, но только вот для задачи продать, понравится. Нет, я не сторонник того, чтобы вообще писать в любом стиле, чтобы понравиться. Главное, чтобы то, что ты делаешь, нравилось тебе. Это ключевое. Если тебе не будет нравиться, через какое-то время ты просто будешь в раздрае, тебе будет некомфортно. Вся эта живопись превратится в рутину и в исполнительство. Это может убить в тебе художника, если ты делаешь это, ну, если это неестественно. Елена М. Подскажите, пожалуйста, как выбрать этюдник для работы на пленэре? На что обратить внимание? Ведь в магазинах глаза разбегаются от выбора. Кто-то любит этюдники подольской фирмы. У меня друзья, вот Паша Шумов, он говорит, как я работал 30 лет назад на этом подольском, так вот прилип к нему, нравится ему. Я посмотрел, попробовал, но не мое. Более того, я натаскался этих этюдников, я не знаю, да еще какие-то вот эти вот бесконечные, без подрамника, холст на картоне, наберешь с собой, как верблюд нагруженный, ну тяжело. Еще этот этюдник деревянный. Ну ладно. Я подумал, что-то надо делать с этим. И придумал. Придумал кассетник, придумал треногу, на которую вешается палитра, закрывается. Она, в общем-то, практически герметична. Ну, почти. По крайней мере, воздуху мало туда попадает. Это легко и удобно. Кассетник легкий, тренога легкая, палитра, ну, тоже килограмм, там, кило 200, может быть. Холсты без всяких картонок, без подрамников. Я просто наклеиваю на поверхность такой вспененного полиэстерола. Либо покупаю, ну, здесь я и магазинные холсты с подрамником тоже использую. Если такая есть возможность привезти на пленэр, хочется же в формате писать, в размере, ну так, в среднем, то привозите. Будет, конечно, задача их потом отправить. Если далеко. Я сейчас приехал на Байкал, ну, как-то нужно решать будет вопрос с отправкой. Места здесь волшебные, очень рекомендую приехать сюда хотя бы раз в жизни, чтобы пописать или просто погулять в тишине. Это очень классно. Я постараюсь здесь записать несколько видеоуроков для моей онлайн-школы. А сейчас просто посмотрите анонс недавно сделанного для вас урока. Обратите на него внимание, он очень важный. Площадь, освещенная солнцем, кафе, зонтики. Люди ходят, люди сидят за столиками. По свету лучше ударять большой кисточкой. Ну вот зонтики, например, самая светлая часть, да? Дома, деревья, тень от строений, свет на асфальте, свет на... В общем, с ума можно сойти от обилия деталей, как в этом во всем разобраться. Но утверждаю, что есть способ
об этом 50-й урок не пропустите. Я очень рекомендую его посмотреть, чтобы научиться писать свет в пейзаже.